Вот и новый день! Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня хочу показать вам скутер, который я вчера вечером купил на запчасти. Как и говорил, вчера у меня рабочий день закончился раньше, чем надо. Я ездил на Дмитровское шоссе в область для того, чтобы посмотреть и забрать скутер. Сейчас покажу. Как бы сейчас сказал Матвеев, классная тачка Fiat, ездит и ездит. Уже 8 лет на нем катаюсь и просто не нарадуюсь. Итак, здесь у нас 43-й кузов, 400-ка, 2004 год. В принципе, нормальный, адекватный мопед, более-менее комплектный по пластику, но с полностью мертвым мотором. Вообще живых мест практически не обнаружено. Колено мертвое, поршневая мертвая, башка мертвая, колокол кривой, плата сцепления, ну такая средненькая, вот, трансмиссия средненькая, суппорт задний убитый. В общем и целом ничего особенного, просто уставшая 400-ка. Занятно то, что у скутера всего было, судя по всему, два владельца. Один в Японии с 2004 года по 2008, и второй владелец был в России с 2008 по настоящее время. Вот, поэтому очень так занятно. Какой у него пробег, не знаю, зажигание даже не включал, и, если честно, даже не знаю, насколько оно включится. Ну-ка, топливо тут у нас не должно потечь. Можно ради интереса попробовать. Нет, клемма скинута. Ну ладно. Если клемма скинута, то трогать мы сейчас пока его не будем. Очень хорошо, очень рад я, что есть новое поступление, потому что с запчастями последнее время не очень. Все чинят технику до последнего, ездят на ней, потому что многие не могут себе позволить новую и приводят максимально в порядок старую, даже если старая убитая совсем, и просят, чтобы ее уже поскорее выкинули и отстали от нее. Вот. Ну, как бы русских людей этим не удивишь. Продолжаем. Закатили на подъемник ЛТшку, сегодня будем ее собирать. Стоит она уже больше месяца, замучила откровенно, надо наконец доделать. Все вот эти вот мелочи, они на круг денег не приносят, место занимают, а времени очень много. Вот. Разбираюсь с 400-кой, которую купил на запчасти. Здесь у нас откровенно мертвый цилиндр. Поршень, судя по всему, был в щепке. Поршень стучал по головке. Головка там тоже имеет некоторые вопросы. Будем смотреть. Трансмиссия мертвяк. Колокол сцепления безвозвратно испорчен. Даже проточки не подлежит. Там базу испортили, что-то там варили, протачивали. Кстати, ну-ка, интересно, что здесь у нас? Рокера тоже подранные. Распредвал. Распредвал, кстати, надо его будет померить, но скорее всего мусор. Ну да, кулачок драный. Вот. Уцелела у нас обгонная муфта, по крайней мере основные ее детали, но подрало втулку. По какой причине подрало втулку? Потому что в коленвале забился масляный канал стружкой. Собственно, самое интересное, коленвал. Здесь у нас абсолютно рассыпался подшипник, и человек какими-то мега-тисками пытался его распрессовать. Он пытался выпрессовать палец через две цапфы насквозь. Так, если что, не делается. Давай, смелей. Смелей. Усилие снижается уже. Бам. И, значит, мы видим красоту. Идем на верстак и смотрим, что у нас тут интересненького. Ох, подшипник
Значит, шайба уничтожена. А это ролики были, вообще говорят, когда-то. Только они стали... У них идеально квадратная форма. То есть то, что шарики стали квадратными, это в принципе не миф. Они в прямом смысле квадратные. Так. Шатун мертвый, само собой. Так, ну и эту шайбу надо отковырять. Ух ты, нифига себе, как ее прифигачило. Так, а боковой упор вроде жив. Это значит, что цапфа пригодна для дальнейшего использования. То есть на базе этого коленвала мы можем собрать другой живой с помощью ремкомплекта. И вот здесь чуть-чуть хуже, но вроде бы ничего страшного. Да, каких-то серьезных повреждений от роликов нет. Вот он, оригинальный шатун. А с китайским, к сожалению, часто разбивает нафиг все. Ну, тут, конечно, люто все убито. Палец покоцан. Очень серьезно. И вот он, забитый масляный канал. Это все можно будет чистить, продувать, готовить и собирать с новым ремкомплектом. Вот такая вот интересная история. Что это за кусок интересный такой вообще? Че-то я не понимаю, что это. А, это кусок сепаратора. Да, тут же еще сепаратор был, который оказался полностью уничтожен. Ну, в общем, как-то так. Кстати, интересно, что поверхность вот здесь не имеет никаких задиров. Очень твердый материал коленвала. И, в принципе, это хорошо. И очень хорошо, что владелец не испортил, по-моему, я не вижу трещин здесь, не испортил вот эту часть вала съемом, потому что снимал он это без съемника. Это большая редкость. Обычно колено, если упереться сюда, трескается, и правая цапфа идет на выброс. Самая востребованная. Вот, как-то так. Ну что, продолжим. Сейчас я это распрессую и уберем цапфы. Знаете, что я думаю? Я думаю, что самый лучший тюнинг для Skyway 400 это глушитель от Харлея. Потому что я больше ничем не могу объяснить, как можно ездить с настолько сильным стуком в моторе. Я не знаю, что видно на видео, но я вижу здесь выработку около 2 мм только на пальце. Никогда не видел настолько убитых подшипников, но это свидетельствует о том, что человек ездил со стуком в моторе не 1000 километров. Это просто, ну, дичь, откровенная дичь. Я думаю, надо создавать музей убитых железяк, и вот этот палец занял бы там вместе с этими роликами достаточно почетное место. У меня есть много всяческих интересных штук, но такое надо еще поискать. Вот я бы прямо этот экспонат поставил рядом с вот этим прекрасным поршнем от 43-го кузова, вот, который ехал до последнего вздоха, пока вот об это место клапан не погнуло. Вот, все-таки безумно живучие мопеды, даже когда в них нет масла, они иногда творят чудеса. Просто чудеса. Итак, еще пара моментов, последние на сегодня по этому мотору. Вскрыл ради любопытства масляный насос, но это утиль полный, абсолютный, просто мусорка. Ничего живого тут нет. И даже вот эту крышку придется выбросить, потому что как бы в ней каким-то образом умудрились раздолбать посадочное место подшипника. Обычно никогда не страдает. Вот, но есть из нее две ценных вещи. Это вот основание фильтра вариатора. Сам фильтр рваный, но основание более ценно. Фильтров новых полно, а вот основание посложнее достать.
И два вот этих вот стопорочка, которые держат подшипник. Часто страдают, часто пользуются спросом. У нас, конечно, пока есть новые, но пригодятся. Ну, а это металлолом. В общем и целом, довольно много всего идет в утиль со старых мопедов. Вот это поворот! Вы посмотрите, какой глушитель! Я такого почти никогда не видел. Вот это да! Какая банка! Тюнинг! Чё тут написано? This Harley Davidson Exhaust System meets EPA Noise Emission. Охренеть! Короче, у него глушак от Харлея. Вот это да! Родной, видать, сдох давно, и его как-то сюда заколхозили. Удивительные открытия продолжаются. Я полез внутрь вариатора. Ну, грузики тут китайские, это хрен с ним. Уже, естественно, все какие-то умученные, потому что никто не подумал, почему на них строгает вот такую вот фигню. И решили просто махнуть грузики. Это все ладно, это все мелочи. Я всегда говорю зачастую, что слайдеры не виноваты в том, что у вас гремит варик на мопеде. Потому что слайдеры практически никогда не изнашиваются. Зачастую изнашиваются гораздо быстрее, чем... зачастую вот эти вот салазки на варике изнашиваются гораздо быстрее, чем слайдеры. Вот. Но вот я всегда говорю, что люфт втулки в вариаторе критичен. Я сейчас это просто покажу. Мне некому его сейчас подержать. Парни все на обеде. Я его немножко аккуратненько подожму в тиски, потому что варик этот все равно является мусором. И особо сильно от этого ничего не изменится. Смотрите. Вот в этом месте не должно быть ни малейшего люфта, по крайней мере вот так вот, который мы пальцами можем воспроизвести. А здесь он настолько стрёмный, что сальник уже не прилегает, когда мы в сторону его отводим. Здесь уже смазку раскидывало. То есть это откровенный утиль. При этом, когда протираешь втулку, на ней нет заметной выработки, потому что она намного тверже внутренней втулки там. Вот. А чтобы выковырять внутреннюю втулку там, надо убрать стопор, ради которого нужно портить откровенно варик. Вот. Короче, это все очень непросто. И, в общем-то, на самом деле, по-хорошему, нерентабельно. Ну, опять тут вопрос цен, он очень-очень относителен. Кто во что себя оценивает, чье время сколько стоит. Я как-нибудь очень сильно постараюсь насчет цен на работы снять вам отдельно целую рубрику, потому что это прям видно наболевшая тема и по поводу цен на технику, и цен на работы. И вообще у меня есть идея плейлиста, чтобы рассказать о том, каким образом я пришел к открытию мотосервиса, каким образом я в это вовлекся, какие этапы я для этого проходил, и как в итоге я пришел к успешному мотосервису, потому что тема явно актуальная. Многие там известные и не очень известные блогеры про эту тему рассказывали. У меня на многие моменты видения абсолютно свое, и думаю, оно вам будет интересно. Продолжаем комментировать, продолжаем смотреть видео до конца. Напоминаю, что на 1000 подписчиков будет разыграно рандомным образом 5000 рублей среди вас на обслуживание в нашем сервисе или на запчасти на нашей разборке, если человек находится в регионе. Вот, то есть в регионе тоже актуально можно выиграть. Единственное условие будет то, что кроме Skyway, Бургманов и BMW ни с какой другой техникой к нам приехать будет нельзя. Тут уж извините, профильный сервис, вопрос принципиальный. К
Кстати, многие спрашивают про вот эту вот Хонду, которая сзади меня, и говорят в комментариях типа: ага, Хонды вы в ремонт не берете, у вас тут Сибиха стоит, Сибиха стоит. Сообщаю, что это Сибиха нашего механика, вернее нашего менеджера. Вот. И, ну, к сожалению, вот в семье не без урода, что называется. Но зато есть кого потроллить, когда он ее все время чинит и говорит, что Honda не ломается. Ну, вернее, я ему говорю: Honda же не ломается. Как так? Вы ваши хондоводы. У него уже Honda, наверное, 4-я или 5-я по счету. И я каждый раз над ним стебусь. То у него генератор сломается, то регулятор, то помпа потечет, то еще что-то потечет. Короче, регулярно там что-нибудь все равно отваливается, ну, просто от старости. Вот. А хондоводы продолжают кричать, что Honda не ломается. Вот. Болячек в Хондах тоже полно. Везде своя специфика. Но я Хонды не ремонтирую. Вопрос для меня принципиальный, потому что мое мышление не соответствует инженерному мышлению тех, кто создал Хонду. Вот. Мне ближе европейская техника, реально ближе. Ну и с Бургманами просто так получилось. То есть, когда я начинаю ремонтировать Хонду, я пробовал. Мне просто не нравится, как она устроена, поэтому я предпочитаю заниматься тем, что нравится. Занимайтесь тем, что вам нравится. Тогда вы заработаете намного больше денег и никого не слушайте больше. А я скоро поеду на учебу. Парни останутся здесь собирать ЛТшку. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудьте подписываться и ставить лайки. Кстати, еще одно условие для конкурса. Нужно обязательно быть подписанным на мой канал. Потому что, судя по статистике, меня смотрят без подписки почти столько же людей, сколько подписано на постоянной основе. Будем это исправлять.